Два брата Тимми и Стиви больше всего любили рисовать на стенах граффити. Они мечтали, что однажды их работы станут такими же известными, как работы известного уличного художника Бэнкси. Каждый день братья выходили из дома с рюкзаками, доверху набитыми баллончиками с дешевой вонючей краской. Тимми нравилось рисовать мрачные картины, а Стиви любил яркие цвета и позитивные сюжеты. Свои картины братья рисовали под покровом ночи, чтобы никто не смог узнать, кто же автор этих картин. Кому-то картины братьев очень нравились, а кому-то нет. Особенно были возмущены те жители района, кому братья без их ведома разрисовывали двери гаражей или стены домов. Больше всего художества Тимми и Стиви раздражали владелицу кондитерской. Она считала, что эти безобразные картины портят вид их района, а от запаха дешевой краски болит голова. Каждый раз, видя новую картину, она звонила в полицию и просила разобраться с хулиганами. После очередного такого звонка в район приехали коммунальные службы и закрасили все картины братьев. Тимми и Стиви были расстроены. Граффити, над которыми они так долго трудились, сотрудники коммунальных служб замазали густым слоем краски. Владелица кондитерской, наоборот, была очень рада. Она стояла с чашечкой кофе у дверей своего кафе и с нескрываемой радостью наблюдала, как ненавистные граффити исчезают. Тимми и Стиви затаили обиду на женщину. Дождавшись ночи, они собрали все свои баллончики с краской и отправились к кондитерской, чтобы разрисовать весь фасад здания. Братья так увлеклись процессом, что не заметили, как к зданию подъехала полицейская машина. И уже через несколько минут братья сидели в отделении и писали признание в том, что это они на протяжении нескольких месяцев рисуют на стенах района. Глядя на то, как расстроены братья, полицейский обещал им урегулировать вопрос с владелицей кондитерской, если они перестанут рисовать на стенах домов. На вопрос, где же им рисовать, полицейский сказал, что за городом есть старое депо, где стоят сломанные поезда, на которых можно рисовать сколько угодно. Тимми и Стиви были в восторге от этой идеи. Вечером следующего дня братья зашли в кондитерскую, извинились перед ее владелицей и пообещали, что больше никогда не будут вредить району. Растроганная их признанием женщина угостила Тимми и Стиви пончиками и кофе. Счастливые, что теперь у них есть место, где можно рисовать и не бояться, братья отправились в старое депо, про которое им рассказал полицейский. Место оказалось очень мрачным. Идя по путям, братья все время слышали какие-то странные звуки. Иногда им казалось, что в поездах кто-то живет. Настолько мрачными и пугающими они были на вид. Обойдя все поезда, братья поняли, что большая часть из них проржавела от старости и для рисования непригодна. Но был один поезд, который сильно отличался от остальных. Он был красного цвета. В кабине машиниста справа и слева были небольшие окна. На нем Тимми и Стиви остановили свой выбор. Доев пончики и допив кофе, братья достали свои баллончики. Поезд, который они решили разрисовать, был очень необычный. Он был ярко-красного цвета. Двери его были закрыты, и попасть внутрь не представлялось возможным. Стиви предложил нарисовать на вагоне этого поезда цветы и радугу, а Тимми, наоборот, хотел что-то мрачное и темное. Чтобы не ссориться, братья решили разделиться. Тимми взял себе один вагон, а Стиви взял следующий. Каждый из братьев стал рисовать свои граффити. Неожиданно двери вагона, на котором рисовал Стиви, открылись. Юный художник вздрогнул. Он не ожидал этого. Он решил войти внутрь поезда, чтобы узнать, что внутри. Вагон оказался почти как новый, что очень удивило Стиви. Он решил позвать своего брата, чтобы тот тоже это увидел. Он высунулся из дверей и позвал Тимми. Оказавшись внутри вагона, братья были удивлены тому, насколько этот вагон новый и чистый. Они решили, что каждый из них должен оставить свой фирменный автограф. И как только краска из баллона Тимми коснулась стены, двери вагона закрылись,
и поезд тронулся с братьями внутри. Стиви и Тимми были удивлены, ведь им сказали, что в этом депо стоят поезда, на которых никто давно не ездит. Но это был не последний сюрприз, который ожидал братьев тем вечером. В ту же секунду на полу поезда стала появляться какая-то липкая жидкость, которая жутко воняла. Поняв, что если оставаться на полу, можно намертво к ней прилипнуть, братья сунули баллоны в карманы и прыгнули, ухватившись за поручни. Хорошая физическая форма позволила им, перебирая руками по поручням и опираясь ногами о кресло, перейти в соседний вагон. Но в этом вагоне братьев ждало новое испытание. Стены, пол и потолок вагона неожиданно стали сжиматься. Братья были в шоке. Они понимали, что если сейчас не побежать вперед, вагон их просто раздавит. Они, что есть сил, побежали. Тимми бежал первым, и несмотря на то, что бежал он быстро, в конце пути ему пришлось ползти на четвереньках. Но все же он смог выбраться в соседний вагон. Стиви, который бежал следом, повезло меньше в конце вагона. Когда он уже почти выбрался из него, стены, пол и потолок окончательно сомкнулись, зажав Стиви ноги. Тимми изо всех сил тянул брата из объятий поезда, но ничего не получалось. Тогда Стиви понял, что если он сейчас снимет штаны, то сможет выскользнуть из плена. Развязав шнурки на брюках, Стиви снова протянул руки брату, и тот смог вытянуть его из вагона. Без штанов, но живого и невредимого. Вагон, в котором остались брюки Стиви, стал неистово их жевать. Но когда оказалось, что это только ткань, вагон выплюнул брюки Стиви. Они были в дырках и изжеваны. Но все же Стиви их надел, потому что с детства стеснялся ходить без штанов даже дома. Баллон с краской тоже оказался на месте в кармане. Шагнув вперед, братья оказались в кабине машиниста. Машинист поезда стоял у лобового стекла, широко расставив руки и ноги в разные стороны. Сверху и снизу кабины за лобовым стеклом было два ряда острых зубов, которые с улицы не было видно, когда они заходили в поезд. Братья были возмущены. Что это за поезд такой? Решили они спросить у машиниста. Но машинист молчал. Тогда братья решили подойти к нему ближе. Тимми протянул руку к машинисту и похлопал его по плечу. Машинист оказался мягким и липким, как испорченный кусок мяса. Стиви решил посмотреть в лицо машиниста. Он наклонился вперед и тут же отпрянул. У машиниста их поезда не было лица. Вместо него у него была розовая липкая поверхность, к которой прилипли мухи и мелкий мусор. Братья достали телефоны и стали вбивать в поисковой строке разные фразы, надеясь найти хоть какую-то информацию. Тимми вбил «странный красный поезд», а Стиви вбил фразу «машинист без лица». И тут братья узнали, что они находятся внутри поезда-пожирателя. В статье было сказано, что те, кто оказывался внутри поезда, никогда оттуда не возвращались. Братья были в шоке. Умирать так рано не входило в их планы. У каждого из них было запланировано много дел на будущее. В это время зубы поезда начали увеличиваться и стали гигантскими. Теперь их точно можно было увидеть даже издалека. Тимми решил во что бы то ни стало выбраться из кабины машиниста. Он стал изучать маленькие окна в кабине, которые были по бокам. Искать хоть какие-то ручки, чтобы можно было их открыть, но ничего не нашел. Тимми попытался выбить стекло ногой, но оно не поддавалось. Стиви еще раз посмотрел в отсутствующее лицо машиниста. Ему было страшно, и чтобы хоть как-то себя взбодрить, он достал баллончик и нарисовал на лице машиниста сначала глаза, нос и рот. Он сделал машиниста добрым и улыбающимся, чтобы было не так страшно.
Тесная кабина машиниста наполнилась запахом краски, к которой братья давно уже привыкли. Но, как оказалось, этот запах страшно не понравился поезду-пожирателю. Он стал издавать странные звуки. Поезд как будто задыхался. Братья поняли, что это их спасение. Тимми достал свой баллон, и они пририсовали машинисту усы и бороду, а потом опустились ниже и нарисовали ему майку и татуировки. С каждым таким рисунком едкий запах в кабине усиливался. Когда братья добрались до ног машиниста и стали рисовать сандалии и носки, поезд резко затормозил, окна по обеим сторонам машины распахнулись, и пожиратель глубоко вздохнул. Не теряя ни минуты, братья выбрались из кабины машиниста и отбежали на безопасное расстояние. Поезд-пожиратель, глаза которого налились кровью и слезились от запаха краски, выглядел уже не так пугающе. Ведь из кабины им улыбался бородатый машинист. Братья облегченно вздохнули. Они выбросили пустые баллоны и пошли в сторону города. Им по-прежнему негде было рисовать, но зато они были живы. Поезд-пожиратель издал протяжный гудок и уехал в темноту. Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!